Всем здравствуйте. Вот. Хотел бы снять очередное видео. Говорят, что покажу, как заложили. Значит, заложили угол под камин. Как и говорили, вот мы вырезали, заложили. Значит, вот тут у нас получается где-то 1,20 м. Камин у меня стоит. Сейчас померим. Камин у меня будет стоять, ну, ориентировочно где-то 76-90. Вот. Здесь мы вот так вот будем ставить. Значит, соответственно, где-то должно быть вот где-то вот в этой, на этой плите. Это почти по центру. Вот так вот хочу сделать. Вывести туда трубу. Дальше все-таки хотел бы спросить совета. Вот по поводу этих профилей. Вырвать их. Но мы тут вырывали очень сложно. Очень сложно. Хочу даже предостеречь, кто будет делать на будущее. Вот как я внутри еще соединил там уголком. Потом соединил вот этими, ну, фанерой, бакфанерой. Держит это, конечно, колоссально. Оторвать, вырвать со стены вообще не имеет возможности. Если вырву, раскурочу весь угол. Поэтому принял решение, ну, может быть, от безысходности, не знаю, как это будет. Вот специально купил я себе штукатурку цементную, базовую. Я, наверное, думаю, что я вот, во-первых, профиля вскрыл грунтом кислотным. Вот, потом планирую все это дело, ну, это, естественно, обработать грунтовкой. Попробовать заштукатурить это все дело цементной, ну, базовой вот этой. Заштукатурю, там увидим, как получится дальше. Если это все станет нормально. Хотел еще листом закрыть. Специальные листы есть там. Но они 2,50, а у меня тут где-то 2,70 минимум. Поэтому мне как-то, ну, можно, конечно, сделать. Но вот я хотел бы спросить совета, стоит ли делать вот в такой вот разделке под печку, под камин. Значит, у меня здесь 1,20 м. Вот это расстояние от сих до сих. И мы сделали на метр. Печка будет стоять по центру. Вот она будет стоять ровно по центру, на углу, и туда уходить. Значит, хотел бы спросить, панель, вот этот магниевый там лист, надо ли сюда ставить, или смысла нету? В перспективе хочу отделать натуральным природным камнем. Вот поэтому и хотел бы спросить. А дальше дома, не знаю, если получится у меня заштукатурить стены. Заштукатурю, просто закрою поры, ну, якобы продуваемость разбежать. Вот, и буду, наверное, все-таки делать гипсокартоном. Потому что выровнять полностью этим, как его, штукатуркой вряд ли получится. Возможно, попробую под кухонную стенку, я штукатурю точно нормально. Ну, по маякам сделаю. А там вот придется делать так. Ну, дайте кто-нибудь совет. Может быть, это проканает мое такое. В принципе, если я так думаю, что если я закрою гипсокартоном, ну, закрою поры и закрою гипсокартоном, то, в принципе, какая разница? Гипсокартон же все равно стоит на профилях. Так что гниет он там, не гниет, это уже дело третье. Одним словом, я хочу сделать еще разок. Вот я загрунтовал, потом заштукатурю вот так вот цементно-песчаной. Закрою поры, чтобы не было продуваемости. И потом сверху сделаю гипсокартоном. Если это проканает, если это кто-то делал, дайте, пожалуйста, ответ. Так, а у нас, как обычно, вот я, кстати, попытался срезать болгаркой. Ну, доска-то остается. А доска еще хуже, она что же будет играть? Если хотя бы железо не играет, а только гниет, то дерево это будет еще впитало, отдало, расширилось, поэтому тоже. Хотя это мореная была доска. Короче, вот проблема такая, сам себе создал. Так что, в принципе, кто хочет делать дом, лесенкой старайтесь, либо какие-то жидкие делайте, чтобы потом достать можно было, либо вообще их не делайте. Избегайте. А у нас очередная трагедия. Поменял резину на автобусе, поставил летнюю.
Ездил себе неделю нормально, все хорошо, и потом раз, и жопа. И вот что у нас 4 числа выпало. Опять 20 сантиметров снега. Хорошо на Витарике не поменял резину, поэтому приходится сейчас ездить на ней. Вот так у нас все выглядит. Уже пруд оттаял. Кстати, рыбок дохлых в пруду не было. Значит, есть вероятность, что они перезимовали у меня. Вот. Так что будем надеяться. Вот 10 сантиметров снега. Капец. Это капец. Только хотели делать. Потихоньку заниматься. И вот такой вот у нас жопа. Крыша опять все валится. Ну, в принципе, потеплело опять сейчас. Сейчас, видимо, за пару дней растает. Все дороги опять придут в негодность. Как обычно. Вот тут ничего не было. Вот это все нападало. Буквально за одну ночь. Вот такие вот дела. Вот как строить? Уже даже стали дачники появляться, приезжать. Кто-то что-то начал делать, и опять беда. Ладно, всем спасибо. Жду ответов.